Здравствуйте! Сегодня поделюсь своим маленьким исследованием о расходах на отопление в самую холодную зиму за последние 15 лет, 2026 года январь. Чтобы убедиться, что это была самая холодная зима, зашел в официальное управление статистики Латвии, и тут вы видите, что да, это был один из самых холодных январей за последние года. Хочу уточнить, что это средняя статистическая температура за месяц. Дальше я буду рассказывать, какие были расходы в разных домах. Во-первых, немножко о своем доме расскажу, который отапливался тепловым насосом. Потом будет два дома, которые отапливались газом. Один утепленный, второй неутепленный. И последний будет две квартиры в многоэтажных домах, в котором один обслуживатель частная компания, а вторая Рīgas namu pārvaldnieks. Кто не хочет смотреть дальше, можете посмотреть таблицы. Я думаю, что вы тут все поймете. И это, в принципе, все то, что я хочу в этом видео рассказать вам. Начну со своего дома. Как вы могли видеть в предыдущих моих видео, то мой дом довольно неэнергоэффективный. И в связи с этим у меня 1 квадратный метр, чтобы обогреть, стоил 3 евро. Хочу напомнить, что мой дом построен в 1957 году, то есть тогда, когда никто не думал о такой энергоэффективности, он у меня теплен. Но все равно видим, что затраты на тепло довольно много. Отапливал 150 квадратов, 160, но в связи с тем, что в одной комнате я немножко меньше отпускал температуру, буду считать, что 150 квадратов. И, конечно, что и в эту стоимость входит еще нагрев воды в бойлере. Может, надо было реже мыться? Следующий дом, неутепленный дом, двухэтажный, 200 квадратов, дом отапливается газом. В первом этаже отапливается дом теплыми полами, второй этаж радиатором. И видим, что 1 квадратный метр стоил обогреть 1,81 евро. Ну, я думаю, что очень хороший показатель, тем более, что этот дом еще не утеплен, он относительно новый, но когда утеплят, еще будет круче, по-моему. Следующий дом тоже двухэтажный, 220 квадратов, но утепленный дом. В этом доме тепло экономили, бойлер нагревали по графику, следили за потраченным газом. Дом отапливался только радиаторами. И в финале получилось, что за 1 квадратный метр, чтобы обогреть, стоимость 1,91 евро. Я думаю, очень хороший показатель. Следующий в моем анализе 2 квартиры в многоэтажных домах. Один обслуживался частным обслуживателем, а второй обслуживался Rīgas namu pārvaldnieks. Температура, конечно, в доме 23-24 по максимуму. И тут мы можем видеть, что у частного обслуживателя дома за 1 квадратный метр получился 3,15 евро за квадратный метр. Но Rīgas namu pārvaldnieks, который обслуживал дом, получилось 5 евро 4 цента. Ну, я думаю, что это очень много. Если обобщить всю мою собранную информацию, мы видим, что мне получилось отопить дом довольно дорого. Если почитаете комментарии к моим предыдущим видео, видите, что у остальных и у многих гораздо дешевле все это получается. Это только у меня так. Но если обобщить всю таблицу, мы видим, что на газе получилось гораздо дешевле, чем остальные виды отопления. Центральное отопление тоже они отапливают на газе, сколько я понимаю, в Риге. Но все равно видим, какие цифры тут большие получаются. Но это что-то тут не то, по-моему. Там надо что-то думать, потому что Rīgas namu pārvaldnieks, ну тут вообще, я не знаю, как это тут так получилось. Ладно, по-любому, общую информацию вы поняли. Можете посчитать, как у вас получается в сравнении со мной или с остальными. Это было на самом деле все, что я вам хотел показать и рассказать. Всем здоровья, удачи, не болеем. До следующего раза. Пока.